Раскрывается занавес. На сцене тусклое световое пятно выхватывает из темноты предметы мебели. Трильяж, находящийся по центру в глубине. Отвернутое от зрителей кресло, женский портрет на стене и шкаф на левой половине сцены, стоящая поперек кровати, за ней занавеска на правой. Потом световое пятно уходит на потолок и там останавливается. Звучат голоса. Мартышка, Мартышка! Что тебе, Кроха? Все куда-то ушли и оставили меня совершенно одну. Не бойся. Я всегда буду с тобой. Я тебе это обещаю, Кроха. Ты слышишь меня? Я знаю, что ты где-то притаилась и что ты меня слышишь. Световое пятно мечется по пространству комнаты. Вдруг выхватывает из темноты висящий над креслом портрет молодой девушки и замирает на нем. Снова звучат голоса. Катетеризирована периферическая вена. Деприван 100. Соберите на интубацию, аппарат приготовьте. Клинок, трубку. Появилось самостоятельное дыхание. Ставьте зонд. Кажется, она. Световое пятно перескакивает на левую кулису. Левая кулиса начинает дрожать и колыхаться, и из-за нее выпархивает темноволосая молодая девушка, очень похожая на девушку на портрете. Она в белом платьице с белой простыней на плечах. Когда девушка раскидывает руки, простыня почти превращается в крылья. Во время исполнения танцевально-пластического этюда девушка то активно кружится по комнате, то легко вскакивает на кровати, то соскальзывает с кровати и почти ложится на пол. Простыня из крыльев превращается в гимнастическую ленту, покрывало, в палантин и снова в крылья. Взмахнув в последний раз простыню, девушка убегает вправо и скрывается за занавеской. Поворачивается кресло, в нем сидит пожилая женщина в богатом атласном халате и большой светлой шале. Я мертва. В ответ звучит голос. Ну да, нечего было тебе так напрягаться, двигая мебель. Старая истеричка. В твоем-то возрасте. Что-то ты не слишком вежлива со мной. Думаю, это могло случиться и много раньше, а вовсе не нынешней ночью. А чем иначе объяснить тот факт, что уже несколько дней подряд я слышу этот звук? Вот слышишь? А вчера кто-то протрубил прямо под моими окнами. Вот я и думаю, а вдруг это в самом деле уже стряслось? Пошел вниз такой тонкий прозрачный занавес и навсегда отрезал меня от всего, что я в этой жизни любила. Надо утром глянуть в библиотеке, нет ли некрологов в центральных газетах. А может быть, уже только в местных? Ну, скажем, в боевом листке соседней воинской части, где мы недавно выступали. Ну уж совершенно определенно в этой дурацкой газетенке «Аншлаг». Ну что молчишь, не возражаешь? Спросить-то мне больше не у кого. Все в доме спят. А впрочем, никто ведь в точности не знает, что именно ждет его там, в гримерке, по окончании этого дрянного спектакля.
На этот счет у человечества есть лишь несколько остроумных догадок о чистилище, о том, что грешники в рай, а праведники в ад. Ой, или наоборот. Ну и еще кое-что по мелочам, вроде моста в Дантовом аду, который рухнул во время посещения его Христом. А на самом деле наша маленькая и такая невидная для большого мира жизнь, а, впрочем, и наша маленькая смерть, как дупло от выпавшей пломбы, для нас самих сравнимо по меньшей мере с концом света. Пожилая женщина увидела в воздухе что-то невидимое. О, довольно, Гамлет! Ты мне глаза направил прямо в душу. И в ней я вижу столько черных пятен, что их ничем не вывести. О, молчи! Довольно! Ты уши мне кинжалами пронзаешь. Довольно! Горе, он безумен. Ах, что с тобой? Что ты глаза вперяешь в пустоту и бестелесный воздух вопрошаешь? Из глаз твоих твой дух взирает дико, и словно полк, разбуженный тревожкой, твои как бы живые волоса поднялись и стоят. О, милый сын, пыл и огонь волнения ты окропи спокойствием холодным. Что ты видишь? С кем ты беседуешь? О, милый Гамлет, ты рассек мне сердце. Но если речь, дыхание, а дыхание есть наша жизнь, поверь, во мне нет жизни, чтобы слова такие продышать. А я вот что думаю, вот эти белые простыни. В финале можно закутаться в них, как в кокон. А через некоторое время наружу, как бабочка из отжившего тела. Какая роль! В ответ звучит голос. Вот так ты всю жизнь свою и проиграла. А зато как проиграла-то! Сколько теперь у меня появилось свободного времени? Чему занять? В углах до утра караулить пугливых обитателей этого дома? Или начать вязать что-нибудь нелепое, неудобное, ужасно короткое, как жизнь. Женщина прислушивается. Женщина встает с кресла и начинает поправлять на себе одежду и причесываться. Кажется, на этот раз снова пронесло. Давай-ка мы с тобой сейчас встанем и приведем себя в порядок. А заодно и приберемся в комнате. С минуты на минуту постучит нам левый симпатичный старичок, и мы с ним под руку, как прежде, пойдем на завтрак. Кто здесь? Женщина идет к занавеске, распахивает ее. За занавеской стоит молодая девушка в белом платьице с простыней на плечах. Женщина, изменившись в лице, роняет расческу и запахивает занавеску. Как холодно вдруг стало. Женщина идет к трильяжу, садится около него на крутящийся табурет и смотрит в зеркало. Как холодно. Нет, не так. Как холодно, как холодно, как холодно. Холодно, холодно, холодно. Как холодно.
Значит, это ты. Это ты отвечала мне, мартышка. А я тебя не сразу узнала. Женщина возвращается к занавеске и резко отдергивает ее. Привет. Мартышка, озираясь, заходит в комнату. А тут все зовут меня Примадонна. Ну, то есть еще совсем недавно так звали. Я сильно изменилась? Примадонна указывает рукой на тот самый женский портрет на стене. Можешь не отвечать. Ты очень бледна. Значит, это все-таки... Да. Но ты, должно быть, не понимаешь, почему я тут, в доме ветеранов сцены. Наверное, потому что весь мир театра, все люди в нем. А ты знаешь, кто был в детстве моим любимым героем? Конечно, один из стражников в Гамлете. Да. Второй стражник. Почему-то именно его я особенно хорошо себе представляла, когда они ждут появления призрака. Совсем еще мальчик, а уже офицер в тяжелом стальном шлеме, на котором блестят крупные капли росы. Мартышка внимательно рассматривает все, что есть в комнате. А здесь я целыми днями среди тех, кого люблю. Я ведь достаточно богата, чтобы себе это позволить. Вот думаю даже, что я могла бы купить весь этот дом, ну или хотя бы один его этаж. Но разве было бы это справедливо по отношению к моим не менее талантливым, но, может быть, чуть менее удачливым коллегам? Квартиру, правда, пришлось сдать. Но здесь, в доме ветеранов сцены, почти как в сумасшедшем доме. Есть даже свой Гамлет, левый симпатичный старичок. Думаю даже, что он в меня немножко влюблен. Здесь живут абсолютно все персонажи Островского и почти весь Чехов. Видела бы ты их, как они привстают со своих мест, чтобы поприветствовать меня в столовой. А разве не приятно после обеда на дорожках парка встретить, скажем, постаревшего, но по-прежнему галантного и ужасно остроумного Сирано, а побеседовать о смысле жизни с доктором Фаустом? Ну, в таком случае будем считать, что это был мой каприз. Хоть в старости немного побыть среди своих. А охрану я рассчитала сразу же после переезда. Ни к чему она мне тут. Да и дорогое удовольствие по нынешним временам. У тебя есть охрана? Ну да. Но тебе этого не понять, да, пожалуй, пока и не надо. Всего этого ты, конечно, не ожидала. И все-таки ты очень-очень бледна. Я больше не хочу жить. Что? Он издевается надо мной, это мучительно. Кто? Ты знаешь кто. Примадонна в Славка! недоумении. Славка? Да, Это из соседнего дома, что ли? да. О, Господи! А я о нем уже и забыла. Забудь и ты. Брось, наплюй. Не было этого никогда, нет. Попросту выкини с головы. А как ты считаешь, как это бывает, когда тебе едва исполнилось 19, и в училище 4 по профессии, что в обычном учебном заведении, кажется, приравнивается к 2, особенно впечатлительных. Это иногда доводит и до. И что самое в этой истории неприятное, он, этот твой нынешний, он ведь даже в больницу к тебе ни разу не придет. Впрочем, все кончится хорошо. А зачем? Что, я не поняла, слышишь? А зачем, чтобы кончилось все хорошо? Я ведь это не только из-за Славки говорю. А вообще, я ведь в конце концов совершенно одна. То есть точно совершенно одна в почти сумасшедшем доме. Я многое поняла, пока стояла за портьерой. Я не подслушивала. Все само собой как-то получилось. Кто-то из них сказал, кажется, она и этот холодный балкон. Постой! Ведь в нынешнем моем положении избежать этого исключительно легко. Как только они от меня отвернутся, я из окна
закончишь училище. У тебя будет слава, деньги, блестящее будущее, власть над людьми. Ты научишься их мучить самой лучшей в мире любовью. Соблазнять со сцены, экранов кинотеатров, сводить с ума с афиш, доставать по радио и по всем телевизионным каналам, терзать с обложек журналов, ночью являться им во сне. Посмотри, вот это и вот это все скоро станет твоим. Мартышка скрывается за занавеской. Имей в виду еще и вот что. Чем больше ты меня уговариваешь, тем больше я убеждаюсь в обратном. Это говорит тебе дух противоречия. Ты всю жизнь будешь от этого страдать. Вот именно. Примадонна садится в Да ведь кресло. никуда ты не денешься. Раз есть я, значит, будешь жить и ты, истеричка. Нет, не хочу. Я снова сделаю это, как только меня выпишут из больницы. Тебя снова спасут только и всего. И уж ничего с этим не поделаешь. Это несправедливо. За что? А что ты скажешь, например, о новой любви? Мартышка неуверенно возвращается в комнату. Новой любви? Я не ослышалась? Ты шутишь, что ли? Ничуть. Скоро ты встретишься с единственной в твоей жизни настоящей любовью. Молчишь? Видимо, только так тебя и можно вразумить. Ты меня обманываешь. Ну уж моим-то словам ты вполне можешь доверять. Ну хорошо. Тогда чуть-чуть подробнее. Как его зовут? Как его зовут? Да. Скоро у тебя появится другой, которого ты будешь любить гораздо сильнее прежнего. Куда же сильнее? Ты врешь. Ничуть. Если уж из-за этого я попала в больницу, тогда что со мной будет из-за того? Ты что? Ничего. Просто ты будешь любить его и в то же самое время ненавидеть. Вот и все. Причем любить всю жизнь. И точно так же всю жизнь ненавидеть. И всю жизнь ждать от него чего-то. Или, как я иногда в таких случаях говорю, спать с ведром. Что, тоже всю жизнь? А он попросту не оставит тебе другого выхода. Ну хорошо. Как его зовут? Как зовут-то? Ну да. Ну? Скажем так. Ну? Бауэр. Он иностранец? Да что это кличка? Ну и кто же он тогда? Трубач. Обыкновенный трубач? Самый, что ни на есть, обыкновенный, причем из второго состава. Нет, не хочу. Если я правильно тебя поняла, почему ты не родила ему, если так сильно любила? Примадонна отворачивается от мартышки. Чего молчишь? С этим-то первым твоим со Славкой Ну? я, безусловно, помогу тебе справиться. Ну да. Если я ничего не путаю, это смазливый, Да. блондинистый Да. и довольно гадкий. Да. А ведь это у тебя, мартышка, еще просто страсть. Обыкновенная, хотя и довольно сильная страсть, а вовсе не любовь. Наверное, да. Хотя не знаю. Мартышка садится на кровати спиной к Примадонне и сворачивается в комочек, поджав ноги. Нет. А кто ж тогда поможет мне разобраться с Бауэром, с которым мы прожили нелепую, неудобную, ужасно короткую жизнь? Почему-то прежде от меня всегда ускользал второй, истинный смысл этого слова «жизнь». В воздухе звенящего, как весенний шмель, и как шмель, тревожного и опасного, и больно ранящего, и мгновенного, как выстрел, слова «жизнь», Слово «жизнь». которую счастливой можно назвать
разве что в последнюю ночь. Примадонна подходит к мартышке и касается ее рукой. Отпусти меня к нему, мартышка, Куда? на этот грязный, страшный грибоедов канал, где на каждом его повороте стоят отвратительные пивные ларьки, и где осенью ложатся на набережную и лежат там до весны, как большие сугробы, перевернутые кверху дном лодки. А сама набережная устроена так, что по ней можно пройтись, только тесно прижавшись друг к другу. Но ты сюда не вернешься, и я навсегда... Как же я могу не вернуться, когда ты сама оттуда только что ко мне сбежала? Ну же, мартышка, ты же отлично знаешь меня. Потому и говорю, что знаю. И почему вы все, исключительно все, называете меня мартышкой? Я что, действительно на нее похожа? На этот грязный, страшный грибоедов канал. Ну, хорошо, иди. Только имей в виду, я его ненавижу, Славку. А дальше видно будет. Я тебя поняла. Примадонна снимает с себя шаль, оставляет ее на кровати и уходит за занавеску. Примадонна! Мартышка переставляет крутящийся табурет на середину комнаты, садится на него и начинает крутиться, разглядывая все вокруг. В воздухе звенящее, как весенний шмель, и как весенний шмель тревожное и опасное, и больно ранящее. А если сюда войдут? Что подумают? Откуда я здесь? Прощайте все. Бог весть, когда мы свидимся опять. Меня пронизывает легкий холод, и ужас останавливает кровь. Мартышка берет со столика расческу. Одна должна сыграть и эту сцену. Где склянка? Что, если не подействует питье? Тогда я завтра выйду замуж. Нет, вот защита. Рядом ляг кинжал. Мартышка прячет расческу под шаль Примадонны на кровати, начинает ложиться, но А резко... если я проснусь до появления Ромео, без воздуха, задолго до того, смогу ли я целым сохранить рассудок средь царства смерти и полночной тьмы, под сводами, где долгие века покоятся останки наших предков? А? Я труп Тибальта начинает гнить, едва зарытый в свежую могилу. Увы, кто поручится мне? Примадонна! Примадонна, ты слышишь меня? Ну, Я знаю, что ты сюда не вернешься. Я бы на твоем месте даже ничего бы мне не ответила. Но ты там сейчас, наверное, осматриваешься, что-то вспоминаешь и уже чем-то занята. это так прекрасно. Вновь вдруг почувствовать себя молодой и ужасно красивой. Мартышка крутится в кресле. Как мартышка, что ли? А какая у вас, ну точнее у нас там погода? Цветут тополя. А у вас, у нас там. У нас по-прежнему зима, хотя и почему-то называется весной. А где ты сейчас? Все так же, в комнате. Здесь скучно и ужасно холодно.
Закрой балкон. Я боюсь. Чего? Я боюсь остаться одна. Среди этих старых, страшных, совершенно ненужных мне вещей. Прекрати сейчас же. Мы же всегда отлично понимали друг друга. Я скоро вернусь. Ты сюда не вернешься. Господи, как холодно. Мартышка надевает на себя шаль Примадонны. Расчесывается. Как холодно, как холодно, как холодно! Как холодно, как холодно, как холодно! Мартышка церемонно садится в кресло и протягивает вперед руку, как для поцелуя. Примадонна. Примадонна, я хотела у тебя спросить. Там, где ты сейчас, там на самом деле есть жизнь, Тут есть все. правда? А что есть тут? Ведь он, Славка, он стал для меня самым дорогим, что было когда-либо в моей дурацкой жизни. Он стал мне даже дороже жизни. Но это уже совсем другая история. И это с ним ты сейчас собираешься порвать? Хочешь, пока есть время, мы выпьем с тобой за наше 19? А разве можно? Ну, а почему нет? Там на подоконнике осталось со вчерашнего вечера немного вина. Мартышка ищет и находит неполную бутылку с вином и стакан. Вот это действительно отличная мысль. Иначе я буду изводиться бессмысленно и нечеловечески долго. Мартышка ставит стакан и бутылку на крутящийся табурет посреди комнаты, садится на кровать, наливает вино и, сморщившись, пьет. Ой. Теперь ты. Я только что тяпнула рюмочку, нашла у папы в шкафу. А ты не забыла? Это ведь он начал называть меня мартышкой, а иногда и обезьянкой. Остальное допей за меня. Мартышка с сомнением О, смотрит нет. на бутылку. Я тогда после этого сделаюсь совершенно пьяной. Как ты думаешь, в прошлом можно хоть что-нибудь изменить? Конечно, нет. Но можно изменить к нему отношение. Это иногда бывает исключительно полезно. Ладно, все это потом. Ты мне скажи, там, где я та, прежняя, еще хорошая, с надеждами и мечтами. А что я там сейчас делаю? То есть как это что? Все до чрезвычайности обычно. Мы с тобой уже выбрались из этой дурацкой больницы, и ты с ним только что снова поссорилась, и он опять навсегда ушел от тебя. И что? А я сижу и жду, что минут через 10 он явится. Он ведь никогда не мог рассердиться на тебя больше, чем на 10 минут. Святая правда. Так вот тебе мой вопрос. Скажи, там, где ты сейчас, у нас есть хоть немного любви? Здесь все любовь, мартышка. Правда? Ты говоришь мне правду? Ха, тогда ты точно сюда не вернешься. Ты мне лучше вот что скажи. Он, Славка, он ко мне явился или все еще нет? Еще нет. Ха, вот дурак-то. Где же он? Ха, а тополиного пуха там у нас много? Ужасно, по уши. Весь наш двор завален, почти как зимой. Сказочно! Это ведь мое самое любимое время года. Мартышка ложится на кровати, с удовольствием А потягивает. все-таки у меня есть характер, если я не сразу за ним побежала. А я сама сижу и как дура думаю, где он? А вдруг он на этот раз обиделся по-настоящему? Да нет, не мог он, впрочем, на тебя по-настоящему обидеться.
Ему ведь очень нравится с тобой. Ой, Что? кажется, кто-то... Что? Точно, звонок в дверь, но я пошла. Куда? Как, куда пошла ему открывать? А это точно он? Где? Ну там, за дверью. Точно, я знаю его звонок. Ну ладно, иди. И надо же, всего через 7 месяцев после этого ты, мартышка, выйдешь замуж. Да. Я вовсе и не собираюсь замуж. Ну, точнее, не собиралась замуж. Однако ты соберешься, причем очень быстро, сказочно быстро. И сделаешь это ужасно неудачно. Да? Из-за кого? Ну уж не за Славку, это точно. А как будет его имя? Ну вот еще. Стану я тебе подсказывать. Найдешь сама. А то потом еще скажешь, взбаломошная, что это я тебя надоумила. Впрочем, ведь ничего уже все равно не изменишь. Ладно, его будут звать еще хуже. Просто Генка. Генка? Терпеть не могу этого имени. Ну, ты себе и выбираешь. Ты живешь в мечтах, мартышка, а в жизни сплошь Славки да Генки, Генки да Славки. Дурная слава и плохие гены. Ну, разве не хочется тебе покрасоваться перед твоими подружками в свадебном платье? Что? Кажется, он все-таки прорвался ко мне. Это твой смазливый придурок. Мартышка вскакивает с кровати. Как же им там сейчас хорошо. Точнее, нам там сейчас хорошо. Несите шибче, огненные кони, к вечерней цели, если б фаэтон был вам возницей, вы б давно домчались, и на земле настала б темнота. О, ночь любви, раскинь свой темный полог, чтоб укрывающиеся могли тайком переглянуться. И Ромео вошел ко мне неслышим и незрим. Прабабка в черном, чопорная ночь, приди и научи меня забаве, в которой проигравший в барыше, оставка непорочность двух созданий. Скрой, как горит стыдом и страхом кровь, пока вдруг она не осмелеет и не поймет, как чисто все в любви. Приди же, ночь, приди, приди, Ромео, мой день, мой снег, светящийся во мгле. Господи, жить! Примадонна! Мне сейчас так захотелось жить! Мартышка неожиданно меняется в лице. Только я теперь совершенно точно знаю, что ты сюда никогда не вернешься. Мартышка обреченно садится в кресло. Из-за занавески появляется Примадонна. Она в темном шелком, чуть поблескивающем платье. Это ты? Мартышка бросается к Что ты Примадонне. с ним сделала? И снится чудный сон Татьяне. Татьяне? Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. И как она звалась Татьяной? Как на досадную разлуку Татьяна смотрит, ропщет на ручей, не видит никого, кто ей с той стороны подал бы руку. Но тут сугроб зашевелился, и кто же из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна ах, а он реветь, и лапу с острыми когтями ей подает. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась
и боязливыми шагами перебралась через ручей, пошла, и что ж? Медведь за ней. Примадонна садится на кровать. И так она звалась Татьяна. Мартышка уютно устраивается рядом. И почему ты вернулась? Ведь другой возможности у тебя может и не быть. Встретиться с твоим трубачом. Ха, из чего ты взяла, что это была его труба? Пустой вопрос, мартышка. Абсолютно пустой вопрос. Много было в жизни всего и всяких. Но его трубу я различу среди десятков тысяч других труб. Доставь, пожалуйста. Впрочем, и это тоже. Я училась. Была весна. И с ним, с Бауэром, наша встреча поначалу казалась случайной, если только на свете вообще бывают случайные встречи. Но уже на следующее утро он приперся под мои окна и протрубил что-то на весь двор на своей, как мне тогда казалось, идиотской трубе. Можешь себе представить, на часах 7:30, еще бы спать и спать. Мать переполошилась. Вставай, мартышка, там к тебе какой-то сумасшедший с горном приперся. Ну и я, конечно, была вне себя, но потом, когда первое раздражение прошло, я вышла на балкон и разглядела его в подробностях. Стоит внизу с трубой под мышкой, в мятом фраке с какой-то ночной халтуры, уже влюбленный, и отражается в мелкой луже. Ночью прошла гроза и посшивала с тополей листья. И они, эти молодые, зеленые, крепкие, полные нерастраченных сил листья, еще зачем-то сюда приклеились. В общем, я накинула на плечи первое, что попалось под руку, и спустилась к нему во двор. Мне ведь еще никто не устраивал по утрам побудки. Я бы тоже, наверное, влюбилась. В особенности эти зеленые листья в мелких весенних лужах. И все после этого у нас как-то сразу завертелось. И промелькнуло 1,5 счастливых молодых года, после которых мы решили всегда быть вместе. Когда любишь, решиться на это очень легко. Вы были с ним женаты? Примадонна, смерив взглядом мартышку, уходит и садится в кресло. Мартышка наливает вино в стакан и выпивает. Вы были с ним женаты? А какое это имеет значение, если твоя жизнь летит? Две жизни есть у человека, большая и маленькая. В большой поезда и самолеты, гастрольные поездки, Друзья и дни рождения. переезды с квартиры на квартиру. И вечный вечерний телевизор. И вечный вечерний телевизор. А маленькая жизнь, она... Мартышка наливает в стакан немного вина, вкладывает стакан в руку Примадонны. Примадонна смотрит в стакан, но не пьет. А маленькая жизнь? А маленькая жизнь у всех обычно очень однообразная. И ходит по утрам по ней человек в некрасивых синих трусах. Временами бывает пьян, то и дело исчезает на работу и возвращается с нее. Часто подолгу спит. Иногда, как маленький ребенок, болеет и кашляет. И оттого не может дуть свою трубу. И оттого сидит дома с перевязанным горлом и пьет горячее молоко. И вместе с ним твоя маленькая жизнь разрастается до размеров большой.
И в ней появляются свои поезда и самолеты, и гастрольные поездки, Друзья и дни и рождения, дни рождения, и много работы, и переезды с квартиры на квартиру. и редкие вечерние прогулки, и множество другой забавной чепухи. Примадонна меняется в лице и выпивает все вино, находящееся в стакане. А когда однажды он из нее исчезает, твоя маленькая жизнь, она... Примадонна протягивает мартышке пустой стакан. Мартышка начинает наливать вино, но Примадонна отбирает бутылку, наливает сама и выпивает. Нет, вы по-прежнему с ним встречаетесь, но уже не в комнате и на кухне, а на улице. Преувеличенно вежливо здороваетесь, говорите друг другу ничего не значащие слова и расходитесь в разные стороны. Примадонна наливает себе и выпивает. Но это еще не беда, потому что он по-прежнему каким-то необъяснимым образом все-таки существует в ней. Примадонна наливает еще и выпивает. А потом в один из вечеров ты приходишь домой и замечаешь, что твоя маленькая жизнь, бывшая еще недавно такой большой, съежилась до своих прежних скучных домашних размеров, как будто из нее выпустили весь дух. Примадонна начинает наливать, мартышка отбирает у нее бутылку и стакан, ставит их на столик трильяжа, отходит и садится на кровать. И множество других маленьких жизней начались и навсегда кончились. И я оказалась в этом доме. Но только его, единственного из всех, я... Когда несколько дней назад он впервые протрубил под моими окнами, я подумала, какой-нибудь солдатик из соседней воинской части разминается от скуки на плацу. Представила себе этот промерзший за зиму плац, серую шинель и трубу, клуб, где мы недавно выступали, блестящие музыкантские пуговицы в 2 ряда. Представила так же ярко, как того первого из детства мальчика-офицера Бернарда. Но теперь уверена, что это был он, Бауэр, тонкий, умный, вечно зеленый, в ореоле молодых листьев. Откуда он здесь взялся? Зачем? Иди к нему Нет. и смотри, больше сюда не возвращайся. Забудь обо всем, что ты здесь видела, иначе твоя жизнь станет невыносимой. Иди! И, конечно же, шаль мою сними. Куда ты к нему в этой шале? Мартышка снимает с себя шаль, накидывает ее на плечи Примадонны, нежно обнимая ее. Примадонна. Прощай. А я боюсь. А вдруг из меня ничего не получится? И я стану заурядной актриской, которых сотни и десятки тысяч на свете. И побыстрее избавляйся от своей дурацкой клички. Еще раз обняв Примадонну, мартышка убегает за занавеску. Примадонна пытается справиться со слезами, видит бутылку на столике трильяжа, берет ее, садится в кресло и пьет вино прямо из горлышка бутылки. Примадонна! Примадонна, ты слышишь меня? Ну что тебе еще? Я ведь пью, мартышка. И как последний
вообще любят мои коллеги по дому. Хотя ровно ничего хорошего для них я не сделала. Словом, в старости я стала такой же, как все. А ведь когда-то мечтала быть другой. Но тогда еще жизнь вытекала из меня незаметно, по капельке. А теперь хлещет, будто струя. И эту пробоину ничем не заткнуть. Примадонна! А кто из этих трех Бауэр? Что? Тот, что стоит у колонны? У какой колонны? Ну, тот, что рядом со зрительным залом. Да, у колонны. Думаю, это он. Вот этот? Да он ведь лет на 20 старше меня. Ну и что? Какое это имеет значение? Ты очень быстро перестанешь это замечать. Ну ведь он к тому же еще и лысый. Много же ты, мартышка, понимаешь в мужчинах. Он вечно зеленый. Во всяком случае, в твоей памяти навсегда останется именно таким. Ой, Что? по-моему, он... Да что же, что? Он уже заметил меня, он... Нет, я больше не могу. У него такие глаза. Я поняла, они у него желтые. Кто? Да глаза же! И раскосые, как у кота. Ну и что? Самые, между прочим, обыкновенные глаза. Ржавые. Вот именно так ты будешь потом не раз ему говорить. У тебя, Бауэр, бесстыжие, ржавые глаза. И не сможешь отнести от них взгляд. Я, например, не смогла. Ну еще чего, я всегда смогу позвонить Славке или этому второму, как ему, бесконечно простому, и провести время с ним. Тебе это не поможет. Мне, во всяком случае, ни разу не помогало. Примадонна ставит бутылку на пол около столика и задумчиво улыбается, глядя в пространство. Из-за занавески выпархивает мартышка, она в длинном, темном, с неброским цветочным рисунком платье. Она оглядывается и по-хозяйски убирает крутящийся табурет под столик трильяж. Зачем ты вернулась? Как холодно вдруг стало. Как холодно. Как холодно. Как холодно. А говорила, ничего из тебя не получится. Я долго ходила тут, около дома, около озера. Была много раз. И все не решалась войти. Хорошо тут, тепло, уютно. Слышите? Ветер. У Тургенева есть место. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол. Я чайка. Нет, не то. Я актриса. О чем я? Тургенев? Нет, не то. О чем я? Да, Тургенев. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. Ничего. Да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. Ничего. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду. Ирина Николаевна здесь? А чего вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. Я так утомилась. Отдохнуть бы, отдохнуть. Я чайка. Нет, не то. Я актриса.
нечего делать, погубил. Сюжет для небольшого рассказа. Нет, нет, не провожайте. Я сама дойду. Лошади мои близко. Значит, она привезла его с собой. А что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его еще больше, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Я люблю его. Я люблю его еще больше, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Хорошо было прежде, Костя. Помните, какая ясная, чистая, теплая и радостная жизнь. Такие чувства, как нежные, изящные цветы. Помните? Помните? Люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, львы, гуси, орлы, пауки, куропатки, молчаливые рогатые рыбы, олени, обитающие в воде, пауки, морские молчаливые звезды рыбы, и те, обитающие в которых воде, нельзя было видеть морские глазом, звезды, словом, и все те, кого жизни, нельзя было видеть все глазом, жизни, словом, все жизни, свершив все жизни, печальный круг, все жизни, угас. свершив печальный круг, угасли. Смотри, мартышка, уже рассвет. Пора закругляться. Примадонна застилает кровать. Думаю, для начала надо проститься с этим домом. Жаль, не догадалась загодя узнать, как это следует по местному этикету. С этим почти сумасшедшим, но ставшим мне таким родным домом и со всеми его постояльцами. Кажется, они уже встали. Ты слышишь? Они уже в саду. Все эти безумные Гамлеты и одержимые Антигоны. Неужели в этот час они прогуливаются? В самом деле? Ну и что теперь? Попрощаться? И в дальний полет? Бабочкой? В рай? Или полюбоваться видом разрушенного моста? Что же сказать им перед дорогой, моим любимым? Смотри, это ведь они пришли проститься со мной, для чего даже переоделись в свои старые театральные костюмы, машут. Что же такое сказать им, смешным и славным обитателям этих мест? Трупа этого славного дома! Прощайте! Слава вам, земным, смертным, осмелившимся посягнуть на то, что принадлежит по праву только богам! Бессмертие! Слава и тебе, молодой Бернардо, так горячо любимый мной в детстве второй стражник, бесстрашный мальчик-офицер. Вы вечно живые, шекспировские, островские, чеховские, вечно любимые. Прощайте. Прощай и ты, босоногий юноша с ангельским личиком и серебряной дудкой в руках. Никогда прежде я тебя здесь не видела. Откуда ты здесь взялся? Из какой пьесы? Как бесподобно ты смотришься на фоне этого горбатого мостика. Кто сумел тебя так искренне написать? А я не понимаю, почему они смеются. Примадонна, это больше похоже на встречу, нежели на прощание. Как встречу? А как же я в этом? Только отчего я не вижу в саду Бауэра, человека в некрасивых синих трусах, столько лет разгуливавших в них по моей жизни?
Значит, он еще ходит где-то. Мартышка указывает рукой на что-то вдалеке. Вечно зеленый Бауэр, славный второй трубач. Но ведь ни один оркестр в мире не состоит только из первых скрипок. Так и в нашей жизни кто-то обязательно должен быть вторым. Видимо, поэтому он и не стал оттирать от нее локтями. За это я люблю его даже больше, чем прежде. Слышишь? И что же это у меня судьба в самом деле такая? Вечно любить вторых. Но ведь их тоже кто-то должен любить, не так ли? Вечно зеленый Бауэр, славный второй трубач. Примадонна садится на кровать, грустно улыбаясь. И какое платье ты наденешь на эту встречу? Ну, разумеется, синее. И к нему сережки с сапфирами. Синее, вечернее, ты с ума сошла? И вот, по-моему, эти твои драгоценности, они Хочешь кажется, сказать немного фальшивые? А какие еще могут быть драгоценности у постаревшей, всеми забытой Примадонны? Впрочем, что это я? Мартышка медленно подходит и садится на кровать рядом с Примадонной, нежно обнимая ее. И хороша звенящая жизнь была. Звучат голоса. Мартышка, мартышка. Что тебе, кроха? Все куда-то ушли и оставили меня совершенно одну. Не бойся, я всегда буду с тобой, я тебе это обещаю, кроха. Ты слышишь меня? Я знаю, что ты где-то притаилась и что ты меня слышишь. Сверху опускается белый прозрачный занавес, отделяющий от нас комнату Примадонны. Закрывается занавес. Спектакль «Впадение в жизнь». Примадонна Ирина Кравченко. Мартышка Марина Тумилович. Режиссер-постановщик Ирина Некрасова. Тифлокомментатор Ярославна Буслакова.